Всем привет, с вами Дэн, и как видите, у нас здесь с вами новиночки от Дмитрия Буялова. Так, ну давайте вот эту вот оранжевую открываем. Новинки 25 года, Буялов А67. И как видите, что у нас здесь? Ну, конечно же, новый циферблат, очень классный, и Титан. Да, коллекция дополнена чем? Правильно, титаном и бронзой. Ну, титан мы сейчас с вами уже распаковали. Вот здесь такая инструкция с основными характеристиками. Что у нас внутри? NH38, стоп-секунда, ТТТ, 200 метров, суперлюминова на метках и стрелках. И корпус из бронзы или титана. Так, и как вы понимаете, во второй коробочке, конечно же, будет что? Бронза. Вот она. Вот она. Много вариантов добавлено, но об этом чуть позже. А здесь пушечка оранжевая. И как красиво оранжевый с бронзой-то, а? Итак, значит, вот они, красавчики. Титан, бронза, как я вам уже сказал, 200 метров водозащита. Заводная головка завинчивается. 500 штук бронзы выпущено, каждый по 50-75 штук каждого варианта, да. 400 штук титана, 30-60 штук по разным вариантам по цвету. Там их достаточно много, я вам еще две штучки покажу, но их на самом деле намного больше. И что касается цен, то титан 25 900 рублей, бронза 29 900 рублей на момент записи ролика, естественно. И, конечно же, мой личный промокодик GITAT5, 5% на все товары на Мирономе. Не только на эти часы, не только на модели Дмитрия Буялова. Ну что ж, на самом деле, мне кажется, это очень интересно, что эта коллекция развивается. Такая, ну, конечно же, это такая вариация классической амфибии 1967 года, в бочка, да, вот это наша классика, наше все. Но на чем? На сейковском калибре, и разные варианты по циферблату, и разные варианты по материалам. Как говорится, хотите такое? Пожалуйста, оно имеется. И сейчас мы с вами более детально с этими часами разберемся. К тому же, ну это прям такие противоположности, потому что титан, он такой легкий, да, а бронза, она такая потяжелее, естественно, она с патиной, она уже будет набирать характер, она совсем другая. И, кстати, сейчас мы взвесим, обязательно посмотрим, что у нас здесь получается. И более того, здесь, как видите, сразу прям, да, на этих двух моделях видно, что циферблаты есть как с накладными метками, так сочетание накладные метки плюс сэндвичи, да, с прорезями. И там разные суперлюминовые, либо C3, либо BGW9. И это очень все интересно, и это очень все разнообразно, самое главное. Ну, давайте, наверное, прозаично по размерам, потому что часы не самые маленькие, и здесь этот момент важен. Значит, у нас вот тут диаметр 42 получается по нашей бочечке, да, ну, как бы от части диаметра. От ушка до ушка 48,3, хотя это тоже такое вот, да, спорный момент, потому что как таковых здесь ушек-то и нет. Видите, да, корпус бочка, сразу ремешок идет как бы изнутри, если так можно выразиться. Высота приличная, ну сапфировое стекло. Здесь, между прочим, выпуклое, да, с внутренним антибликом, и 15,7 по высоте получается. Но часы крупные, часы брутальные, почему бы, собственно, им и не быть такими мощными. 22 по ремешочку, так что сторонние ремешки можно будет поставить, но, как видите, здесь в базе идет такой ремешок типа Tropical, каучук, удобный в повседневном использовании, с большим количеством дырочек. Единственное, что мне здесь, пожалуй, не хватает, это, конечно, система быстрой замены ремешков. 242 из 400, да, Буялов. Здесь у нас кто? Аквалангист на задней крышке, и титан обозначена. Классика, как она, собственно, есть. Очень хочется посмотреть сразу таки по весу, потому что должна быть приличная разница, да. Титан 94, так.
И что у нас по бронзе? 136. Вот, собственно, разница, да, разница в металле. Здесь, помимо этого, есть еще один нюанс, на который стоит обратить внимание. Это то, что, видите, зеркальная полировочка по боковой части корпуса. Здесь везде, по ребру, я бы даже сказал, да, по титану он такой более простой. Хотя, в принципе, бронза все равно покроется патиной, поэтому этот нюанс не настолько-то и критичен в данном случае. Ну и плюс, видите, да, немножко... Стрелки, если в бронзе классика, F-стрелки такие востоковские, классические, то уже другое. У нас мечи такие получаются на версии в титане. Ну, он здесь еще и с полностью накладными индексами. Кому что больше нравится, обязательно напишите в комментарии. И, как видите, есть еще такой вот интересный нюанс. По крайней мере, в этих двух моделях различается градиент. Здесь от центра до края, здесь сверху вниз. Тоже такие интересные подробности. Ну, я обещал еще две модельки показать. И вот покажу еще две бронзы, такие тяжеленькие. Ну, здесь прям самая классика, зеленая, да, такая вот с арабскими индексами 3, 6, 9, 12. И опять же с сэндвичем по остальным меткам. И версия... Я бы назвал ее такой дымчатой, что ли, да, потому что, опять же, градиентик здесь есть везде. Тут посветлее у грани циферблата потемнее, и то же самое с белым циферблатом. Так что он не будет таким, знаете, прям совсем белым, он немножко такой темный по краям. Я, знаете, на фотографии, точнее на рендере подумал, что что-то как-то скучновато, а вживую интересно, потому что совершенно по-другому это все вот воспринимается. Ну, круто, Дмитрий молодец, он делает разные варианты для каждого, собственно, кто хочет попробовать эту модель, ну, знаете, вот думает, ну, мне зеленое, такое еще, такое. И вот можно разные попробовать, и даже разный циферблат. Здорово. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас на запястье получается. Мое запястье 18,5, и ну такая бронзочка прям чувствуется. Посадка, конечно, шикарная, потому что ушек здесь по сути нет. Ремешок сразу вниз пошел, и все, у вас такая вот прям мощная, брутальная дайверская посадка этих часов. Они высокие, они мощные, они такие прям заметные, да, сразу видно, да. И множено, вот очень-очень много интересного здесь поставить из ремешков. Конечно, в базе хорошо с этим ремешком, потому что если лето, да, пот, в море, еще где-то как раз то самое. Но во всех остальных случаях, конечно, я поставлю здесь что-нибудь интересное кожаное, да, может быть, от черного матового до какого-то цветастого интересного ремешка. Прикольно. Мне нравится эта версия, на запястье она выглядит свежо. Ну, зеленый классика. И зеленый с бронзой это вообще всегда беспроигрышное сочетание, абсолютно. Кстати, хорош безель. Ну, по качеству здесь все шикарно. Можете даже не сомневаться. Единственное, что этот безель может быть не самый удобный по хвату, потому что здесь вообще неудобно браться, да, в местах, где безель чуть вот поближе к граням корпуса поудобнее, но мокрые руки, влажные, это все будет проблемно. Но опять же, давайте по чесноку. Эти часы все-таки больше для рекреационных каких-то занятий, нежели для действительно какого-то профессионального использования или профессионального дайвинга. И поэтому, знаете, наверное, мне вот этот вариант такой яркий, рыжий, прям вот такой, как вот как яичница какая-то, да, прям вот солнечные часы. Сейчас весна у нас уже, да, наконец началась, и очень радует эта модель, очень радует эта расцветка. А еще немножко солнца добавить, лето, это будет просто бомбяу. И поэтому я вот даже, знаете, обычно люблю в конце подводить итоги, но мне вот эта модель понравилась больше всех, вообще из всех вариантов, и поэтому я вот сразу захотел ее, конечно же, обязательно показать в обзоре, потому что очень яркий, очень позитивный, и вместе с тем вот с такой разметкой, опять же, да, куда-то там нас в прошлое, в Rolex в PAM, с этой вариацией индексов, и при том, что здесь еще F-стрелки, это прям как-то интересно, как-то свежо, и мне нравится, мне понравилось. Ну и титан, он, конечно, сразу отличается по весу, это сразу гораздо более удобно для повседневной носки, поэтому если вы не любите, знаете, вот такую тяжесть на запястье, и при этом не любите бронзу, то, что она может оставлять следы какие-то, да, на запястье. У всех по-разному, зависит, опять же, да, от вашей конкретной кожи. Но это может быть, особенно летом в жару. Вот. Так что в этом плане титан, он такой более универсальный. И, кстати говоря, еще и эта модель на сколько там, на 5000 рублей дешевле стоит практически, на 4.
Поэтому почему бы и нет? Почему бы и нет? Здесь тоже четкий, уверенный, мощный такой мужской безель, но тоже проблема, конечно, как им оперировать, потому что браться, ну, честно говоря, не очень удобно, особенно если руки немножко влажные. Но пользоваться вряд ли вы им будете часто, хотя обязательно напишите про этот момент в комментариях. Накладные индексы. Красивый цвет циферблата, красивый оттенок, градиент, здесь все в тему, мне нравится. Знаете, такое вот современное прочтение амфибии 1967. Почему, собственно, нет? Мне нравится, круто. Ну и как контраст, давайте посмотрим рыжую бестию. Кстати, напишите в комментах, вы за сталь, вы за бронзу или вы за титан. Ну и вот задняя, так сказать, филейная часть. Гравировка есть, все симпатично, все приятно. Задняя крышка из стали для того, чтобы меньше бронзы касалась вашего запястья. И что же, время подводить итоги. Я хочу сказать, что, как мне кажется, здесь характеристики на высоте, цена такая просто пушечная. При этом есть разные возможности для выбора и по цветам, и по материалам. Так что, если этот форм-фактор и этот размер, и знаете ли, вот это вот сочетание, с одной стороны, исторического наследия, с другой стороны, здесь, понятное дело, стоит сейковский механизм, кто-то за, кто-то против, да, для кого-то Восток роднее, да, но для кого-то более важна, там, допустим, надежность. Поэтому в этом плане выбрать есть из чего. Мой фаворит сегодня это оранжевый вариант на бронзе. Хотя, с другой стороны, может быть, титан здесь более универсальный, да к тому же еще и прилично подешевле стоит. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.